Представляешь, вчера слушал Бориса Годунова по телевизору с партитурой в руках. Там так много фальши они делают, просто возмутительно. Клементий шарлатан. Он пишет престиссимо, а играет аллегро. Бросила играть. В зале мертвая тишина. Обернулась и сказала: извините, забыла. Я пережил Вторую мировую войну. Я ее очень хорошо помню. И вот этот ужас, вот эта вот звериная морда войны, она у меня в генетике уже, понимаете? Она во мне внутри. И когда я понял, что начинается другая война, я не мог это себя пережить. Жалели вы об этом когда-нибудь? Всю жизнь. Чистая совесть позволяет создавать творчество. Решение, что нужно уезжать, появилось тогда, когда я понял, что очень многие поддерживают войну. Вот это я не мог вынести. Я сразу понял, что я нахожусь среди людей интеллигентных, мудрых, умных, которые верят этой сказке, что НАТО хотело завоевать озеро Байкал. Но люди слепы, зомбированы. И вот я понял, что если я вместе с ними, значит, я участник этого криминала. В тот момент, когда вы летите сюда, и вы понимаете, что вы улетаете из России плюс-минус навсегда? Нет. Когда я улетал от войны. И у меня не было ощущения, что это навсегда. Это ощущение появилось уже потом, когда я приехал в Штаты, и я понял, что это надолго. В этот момент, я вам скажу, семья, маленький ребенок, отсутствие рояля, о музыке не думаешь. Думаешь о том, чтобы все сложилось. А вот когда я приехал в Аспен, я сразу начал заниматься. И я хотел играть, но концертов у меня не предполагалось, потому что программа фестиваля была сложена год назад. Мне только предложили 2 мастер-класса со студентами. Но все равно я приходил каждый день в этот кампус, где очень много стоит роялей замечательных, и занимался. Но если бы эту историю вы хотели бы рассказать музыкой? Музыкой? Да, то что бы вы играли? Ну, во всяком случае, я бы начал играть печальную музыку. Потому что само решение вот это вот, оно требовало очень больших внутренних сил. Я вам скажу, что я очень большой любитель Моцарта. В моей биографии есть одно из последних достижений, когда я записал лайв, записал все 27 концертов Моцарта с оркестром. И, конечно, если говорить о музыке, то мне в тот момент хотелось играть только Моцарта.
вот здесь Моцарт написал длиннющую паузу. Вот прерывается жизнь. И опять очень горькая в теме. И так далее. А сейчас? А сейчас я нахожусь in demand, как говорят. Меня все время приглашают на разные мастер-классы, на разные фестивали. Я с сентября месяца буду работать профессором Джульярдской школы. Вот. Так что это самая высшая школа в Соединенных Штатах. Так что я с удовольствием играю любую музыку, в том числе Скрябина. Я к жизни призываю вас, скрытые стремления, вы утонувшие в темных глубинах духа творящего. Вы боязливые жизни зародыши, вам дерзновенья я приношу. Это стихотворение написано самим Скрябиным как эпиграф к 5-й сонате. И вот я собираюсь скоро. Будет посвящен Скрябину концерт в Нью-Йорке 9 сентября. Я буду играть 5-ю сонату. Ничего себе, она сложная. Очень сложно. А вы думаете, что я не умею? Ну, пианисты долго живут ровно потому, что у вас мелкая моторика развита. Да, не все. Помимо связи с Богом. Не все. Если хотите, могу сыграть Чайковского. Потому что мы с вами говорили, что мы оба любим Чайковскую. Когда началась война, я как раз до этого был в Польше. И даже играл в Варшаве концерт Шопена фа минорный с камерной группой филармонии Родовой. И это были большие мастер-классы на юге Польши, близко к Львову, где-то там недалеко. И приехала масса народу из Львова, из Киева. И я с ними, я помню, так дружили, мы так сидели вместе, выпивали. И потом трах, это война. Но у меня отношение к войне особое, потому что я пережил Вторую мировую войну. Я ее очень хорошо помню. Понимаете, мои родители жили в Севастополе. Я родился в Бердянске, на берегу Азовского моря, курортный небольшой городок. Там жили мои дедушка с бабушкой, и мама проездом из Москвы решила там остановиться и меня родила. А через 3 месяца она вернулась к своему мужу, к Сереже Воскресенскому, где они жили в Севастополе. И вот первые 6 лет своей жизни я прожил в Севастополе. Вот. А в 1941 году 22 июня, за 2 часа до начала войны, война началась в Севастополе, потому что немцы спускали в Севастопольский залив моря торпеды для того, чтобы заминировать выход кораблей. И одна из торпед разорвалась на Приморском бульваре. Но, вы представляете, торпеда – это даже не бомба, это огромная, так сказать, взрывной силы оружие. Вам 6 лет в этот момент? Мне еще было даже 5. Мне через 3 дня исполнилось 6. И после этого начались бомбежки. Бомбежки – это не подарок. Это сейчас испытывают бедные украинцы. Потому что это налет, все бегут в укрытие, и слышны взрывы. Неизвестно, куда попало. Это очень страшно. Моя мама схватила меня и мою маленькую сестру, которой был всего лишь год, и мы мотнули в Бердянск к ее родителям в расчете на то, что война скоро кончится. Вот каждые люди рассчитывают, что война скоро кончится. К сожалению, война не кончилась. И немцы пришли в Бердянск. И в Бердянске тоже были бомбежки. И тоже все прятались, хотя там никаких бомбоубежищ не было. Прятались просто в кустах, в садах, где-то огородах и так далее, чтобы осколки не набрали. И вот этот ужас, вот эта вот звериная морда войны, она у меня в генетике уже.
понимаете, она во мне внутри. И когда я понял, что начинается другая война, я не мог это себя пережить. Я понимал, что это просто невозможно. Но в этот момент даже не пришла мысль в голову, что нужно бежать или что нужно уезжать. Что делать? Как протестовать? Но, естественно, я не могу выходить там на улицы с лозунгами, потом это бессмысленно. Я начал думать, как можно. Вот. Но это очень сложное решение, понимаете, потому что я не мог вывести свою семью. Вот посмотрите, моя семья здесь. Шеф. Вот здесь, да, вот это ваша преогромная семья. Боже мой, сколько здесь человек? Ну, у меня 9 внуков и 4 правнука. Вот. Причем старшему правнуку 21 год. Его мама, моя внучка Анастасия Александровна, она доцент Московской консерватории. Она прекрасная пианистка, была моим ассистентом. В общем, это сложное решение. Я начал думать, как это можно сделать и что. И вот вдруг ко мне пришел мой ассистент Алеша Курбатов, замечательный композитор. И он сказал: Михаил Сергеевич, я должен вас огорчить, я уезжаю. Но я вас прошу пока никому не говорить, чтобы меня не пресекли, а потом уже можно. Я потом сказал, когда он уже пересек границу, почему же он не написал заявление? Ну, вот типичная бюрократическая, человек должен написать заявление, что он покидает страну в знак протеста против войны. Правда, смешно выглядит? И вот тут я понял, что дело всерьез. Кто-то пытался вас остановить, отговорить, угрожать, уговаривать? Никто не знал, что я уезжаю. Это было тайна. Конечно, я не мог говорить, что я собираюсь уезжать. Ну что вы же живете в России. В аэропорту могут остановить, и все, и обратно. И в другую сторону, на восток. А вы точно не преувеличиваете? Может быть, преувеличиваю. Но я, так сказать, тоже из тех людей, которые не очень доверяют советской власти. Мой портрет, сделанный за 5 минут. Ему нужно было водки. А похоже? Да, конечно. Тем более я тогда носил такие волосы, вы, наверное, видели. Это было в 1983 году. Мне, соответственно, было... Сколько же мне было-то? 48 лет. Да. А вы вообще смогли перевести из Москвы, из России что-то, что висело на стенах в вашей квартире, что у вас ничего? Ну, это подлинники искусства, которые не пропустили бы. У меня есть Табенкин, у меня есть вот тот же Евдокимов, замечательный дуэт с Сашей Князевым. Скульптура такая очень. Все осталось у Саши, у моего сына там. Ну, я надеюсь вернуться. То есть вы рассчитываете вернуться? Ну, когда-нибудь. Когда все изменится. Не может же так все время быть. История меняется. Кто мог ожидать, что в 1991 году все так быстро сломается? Мгновенно. Кто мог ожидать, что потом оно так быстро починится? Вот это я мог ожидать. Когда я узнал, кто станет президентом, я сразу понял, что КГБ в президенты нельзя пускать. В 2013 году мой любимый актер Хью Джекман получал золотую икону. Это почетный приз кинофестиваля в Цюрихе. После получения награды его, разумеется, окружили журналисты, чтобы спросить, что вы чувствуете. И тут Хью Джекман заметил в толпе знакомое лицо.
«Эй, Ролла, ты что, не узнаешь меня?» – обратился он к одному из журналистов. «Ведь я преподавал у тебя в школе физкультуру». Репортер Ролла Росс был поражен. Он действительно учился в классе у Джекмана в далеком 1987 году и совершенно не ожидал, что актер его вспомнит. Задолго до того, как стать Росомахой в «Людях Икс» и Жаном Вальжаном в «Отверженных», Джекман работал в престижной английской школе в графстве Ратленд. Джекман провел в школе год на позиции ассистента, но иногда подрабатывал репетиторством по английскому языку и актерскому мастерству. 18-летний австралиец, который учит английскому языку кучку английских детей, на месте школьников я бы, наверное, бесился. Смеясь, вспоминал Джекман спустя много лет. Сегодня многие родители гораздо щепетильнее подходят к выбору преподавателей для своих детей. Но найти профессионального репетитора, который хорошо подготовит ребенка к экзаменам или просто поможет лучше разбираться в сложном предмете, теперь гораздо проще, если искать на профи. Профи – это крупнейший онлайн-сервис в России для поиска специалистов, и на нем зарегистрированы больше 700 тысяч репетиторов по всей стране, так что вы точно найдете того, кто подойдет именно вашему ребенку. Найти нужного вам преподавателя очень легко. На профи все удобно и интуитивно понятно. Описываете задачу, сколько готовы платить за занятия и как хотели бы заниматься, очно или дистанционно. Многие репетиторы предлагают онлайн-занятия, так что искать можно не только в вашем городе, а прозрачная система оценок и отзывов позволяет выбрать самого подходящего педагога. Кстати, репетиторы для взрослых на профи тоже есть. Можно, например, выучить английский, чтобы свободнее чувствовать себя в путешествиях, или выучить язык, о котором давно мечтали. А если вы сами профи своего дела, то скачивайте приложение «Профи» для специалистов и получайте еще больше заказов и клиентов. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране, скачиваем приложение «Профи» и ищем репетитора по нужному предмету, чтобы облегчить этот учебный год и детям, и себе. Это правда, что вам в юности предлагали сотрудничать с КГБ? Конечно. Правда, они просили меня держать это в тайне, и я это обещал. До перестройки. А когда началась перестройка, и я прочитал некоторые мемуары, я не хочу называть очень известных людей, которые жили на Западе, где они признавались, что они работали с КГБ. И тогда был такой слух, что откроют архивы. И поэтому вот некоторые люди пытались себя защитить, что вот я был вынужден, чтобы сохранить свою карьеру. И я, так сказать, подписал, но я никого не предавал, я никого не доносил. Это ерунда, потому что надо доносить. Вы говорите, это правда. Это одна из трагедий моей жизни. Трагедия не потому, что я отказался. Я был с первого момента уверен, что мне надо отказаться. А я даже не знал, как это сделать. Мы с моей женой, мы были счастливы, у нас родилась только дочка. И вот такое дело. Мы очень долго думали, ночь не спали. Думали, как. Со мной разговаривал очень молодой, очень вежливый, интеллигентный человек. На следующий день я ему позвонил и сказал, вы знаете, я человек искусства, люди искусства всегда очень эмоциональные. Я настолько разнервничался, что я всю ночь не спал. И я понял, что если я приму ваше приглашение, то я могу совершить неожиданную ошибку. Где-нибудь что-нибудь сказать не то или что-нибудь сделать не то, поэтому я не могу согласиться с вашим предложением. Трубка была повешена, и моя карьера остановлена. Жалели вы об этом когда-нибудь? Всю жизнь. О том, что карьера остановлена, а не в том, что я отказался. А если бы согласились? Карьера бы продолжалась. И вот об этом вы жалели? Нет, об этом я никогда не жалел. Я этим горжусь. Однажды я летел с Ростроповичем в самолете. Это был великий человек, очень талантливый, и он мне очень помог. Когда случилась большая трагедия в моей жизни, у меня погибла дочка, ваша тезка. Она в расцвете сил 29 лет погибла в автомобильной катастрофе. Ростропович очень помог. Он лично со мной разговаривал. И
спустя некоторого времени я с ним встретился в Токио. Я ехал на работу в Токио, и он там гастролировал. И он меня пригласил к себе в гости. Он звонил моей жене и разговаривал, пытался ее поддержать. Он очень много мне этим помогал. И я ему, конечно, очень благодарен. Он был очень отзывчивый человек. И однажды вы с ним летели в самолете? Я с ним летел в самолете. Это было уже, так сказать, после того, как он вернулся в Россию. Он уже был признан, он был наш, любимый и так далее. Он пригласил меня к себе в первый класс. Мы с ним разговаривали. И я ему признался, что я отказался. Он сказал, ну, вы знаете, это было такое время, вы знаете, это многие, конечно, не могли, ну, в общем, а теперь кто знает, кто работал, кто не работал. Он не сказал, вы герой. Ничего себе. Да. Но мысль его была, что, мол, сейчас все говорят, что они отказались. Я никогда не выступал против советской власти, никогда не выступал ни с какими заявлениями. И никогда не подписывал, кстати, никакие письма, в том числе и в поддержку. Я считаю, что это мое право быть самим собой. А что важнее, совесть или искусство? Совесть, конечно. Чистая совесть позволяет создавать творчество. Потому что люди с подмоченной совестью вряд ли могут быть искренни в интерпретации великих сочинений людей с очень чистой совестью, таких как Моцарт, Бетховен или Бах. Конечно, творчество – вещь очень важная, и мне очень жалко, что я в течение 12 лет сидел и учил сонаты Бетховена, выучил все 32. Вот. Но никуда не ездил. А тогда у вас не было идеи уехать, убежать? Вы знаете, вот в своем фильме, который был снят в 2016 году, я говорю, я никогда не уеду. Потому что у меня слишком много могил моих. Но я мог бы уехать, когда я был на 4-м курсе консерватории, и тогда начинался обмен студентами западными, и меня хотели послать в Париж. Я очень хотел, признаюсь честно. Моя мама была категорически против, и, как ни странно, Аборин, мой педагог, тоже был против. Он говорит, да черт тебе учиться у кого-то другого, тебе что, я не нравлюсь? Я, конечно, не мог сказать ему, что он мне не нравится, он мне нравился. И я не отказался. Вот. А тогда бы судьба могла бы повернуться совсем по-другому. «J'adore le français». Я овладел французским бы свободно. И вообще неизвестно, что было бы. Да, но такие мысли бывали в голове. Не потому, что там на Западе лучше или хуже, а потому что на Западе свободнее и, может быть, в чем-то легче доказать, что ты хороший, если ты хороший. Но у меня не было даже в мыслях уезжать из России. Потому что погибла Катя. Моя жена не смогла перенести этой трагедии. Она была очень мужественная женщина, она ни одной слезинки не пролила. И пыталась все время помочь мне. Но вот она ушла из жизни очень рано. И я считаю, что именно по поводу вот этой трагедии. Поэтому для меня уезжать из России вопрос не стоял. У вас есть внук Петр Лунстрем, который занимается... Я не хотел бы обсуждать этот вопрос вообще. Это моя боль. Это чудовищно. Причем эта война 2014 года, я ее воспринимал как-то какой-то местный конфликт. Вот захватили Донбасс, который никому не нужен. Зачем не понятно, чего они там делают. Там послали этого Гиркина туда стрелять. Вот поехал туда этот знаменитый наш, как его, писатель-то, пострелять из автомата. Захар Прилепин. Захар Прилепин, да.
Петр, внук ваш, с ним много общается. Да, ну пускай общаются, да. Но я как-то не воспринимал это. А тут война. И я понял, что это что-то страшное. Это не так, что вот где-то такое мы доказываем свою правоту. А это агрессия, это желание стать императором, желание захватить Украину. Ну, надо же смотреть реально на исторические события. Нельзя думать о том, что вот Екатерина II прибавила себе Польшу и Крым. И вот давайте мы сейчас это же себе сделаем. Сейчас совсем другие традиции. И в 1975 году, я помню, мы были очень счастливы, когда было это Хельсинское совещание, которое постановило о неизменности границ. Потому что неизменность границ в данном случае тоже была уязвимой. В конце концов, Калининградская область никогда не была Калининградской области, а была Восточной Пруссией. Но все-таки на это пошли. И сейчас никто не кричит, давайте вот мы сейчас победим, там, захватим. Я представляю, какой бы крик начался. Как наш Калининград? Откуда у вас этот рояль? Я, значит, после Аспенского фестиваля приехал в Нью-Йорк. Мне нужно снять квартиру, мне нужно иметь рояль. Нам удалось снять квартиру, хотя это тоже было очень трудно, потому что у нас не было никакого статуса. Несмотря на то, что вы Михаил Воскресенский. А они понятия не имеют, что такое Воскресенский. Вот. И вот тут тоже, опять же, счастливый случай, потому что владельцы этого дома, оказывается, дружили с дочерью наших очень близких знакомых в Москве. И вот она сказала, да как же, вот она же, у нее же есть дом, она, по-моему, сдает. Мы позвонили, и вот они сказали, а у нас как раз только что уезжают. И мы въехали в абсолютно пустую эту квартиру. Вот, видите, мы уже так как хорошенечко амеблировались здесь. А рояль? Рояль да, рояля не было. Вот я в своем интервью «Голосу Америки» сказал, что когда Рахманинов приехал в Соединенные Штаты, он ведь эмигрировал и был некоторое время злостным эмигрантом для Советского Союза и, кстати говоря, очень выступал против коммунистического режима, особенно вот когда начались дела промпартии в 30-х годах, он очень резко выступал. И до самого последнего момента, когда он пожертвовал свои деньги, свой гонорар на Красную Армию в уже начавшейся войне, потому что он очень любил Россию. Он не любил власть, но он любил Россию. Вот только тогда обратили внимание, что, да, это великий русский композитор. Но я сказал, что когда Рахманинов приехал, ему фирма Стенвей подарила рояль. И он на нем играл и ездил с ним везде. И, так сказать, имел наглость сравнить свою ситуацию тоже. Я еще плюс артист Стенвея. Ваш портрет есть в галерее Стенвей, да. В Гамбурге, в галерее Стенвея, но это Гамбург, это Германия. Действительно висит моя физиономия, даже с какой-то надписью, что у меня дома мой Стенвей, и я его очень люблю. И он откликнулся очень по-доброму. Была организована экскурсия. Мы с женой были по всей фабрике, начиная с первого этажа до самого верхнего. От начала, когда куски дерева привозят, и потом посмотрели уже готовый рояль. Очень было интересно. Вот. Причем этот экскурсовод, который нас водил, он даже не знал, что я должен после этого встретиться с президентом фирмы. Мы спустились вниз, стояло 2 рояля отдельно. И пришел очень милый человек, господин Гевин Инглиш. И сказал, вот выберите, какой вам нравится. Я выбрал замечательный рояль размером B. Размеры Стенвея по буквам различаются. А, Б, С, Д и И есть. Это большой, самый большой концертный. Это была размер B. У меня, кстати говоря, тоже B в Москве. Размер это 2 метра с чем-то. Да, он говорит, ну вот мы вам дадим в ренту. Я даже боюсь сейчас говорить, потому что, в принципе... Так не бывает. Нет, так и не бывает. Но дальше начались приключения, опять же, страшные. Привезли рояль сюда. Вошел инженер,
измерил высоту потолка на лестнице, сказал, он не пройдет по ширине на 2 дюйма. И они уехали. И вы остались без рояля? Ну да, и у меня его И вот не на было. вот этом, что ли, играли? Вот на этом нельзя играть. Вот на том, который стоит в большой комнате, я На играл. детском. Да, это мне любезно передала Ирочка Нузова, очень известный педагог в Нью-Йорке. И она мне вот дала Ямаху электронную. Тоже, кстати говоря, вполне возможно заниматься. А, да? Ну, это такой, знаете, рабочий вариант. Скорее гимнастика, чем качество звука. В музыке ведь самое важное не то, как вы быстро бегаете пальцами, а как выразительно вы играете мелодию. Трогает нас слушатель или не трогает. Вот это очень важно. И мне дали модель М. Мини. Вот это. Да. Да. Вот и она спокойненько прошла сквозь все лестницы. И я наслаждаюсь этим роялем. Хороший звук. Наслаждаюсь. А, да. И пианиссимо. И пианиссимо и какое, форте. да, вообще. И все звучит гениально. И вы знаете, все получается. На нем играешь, нетрудно. Все получается. Потому что рояль, на котором вы должны знать, вот эта клавиша нажимается очень плохо, а вот эта клавиша очень быстро нажимается и сразу акцент делает. И вам нужно об этом думать. Это очень тяжелый случай. Лучше играть, конечно, хороших роялей. Хотя Антон Рубинштейн, Антон Григорьевич Рубинштейн, Говорил, что да, нет плохих роялей, а есть да. плохие пианисты. Да, и это я своим ученикам очень часто говорю. Моя прабабушка была его ученицей. Мой отец тоже был виолончелист-любитель. К сожалению, профессионал из него не получился. Он у меня был биохимик по профессии и погиб во время войны. Кстати, защищая нашу родину от немецких захватчиков, от фашизма. И он погиб под Мелитополем. Под Мелитополем, да. Да, это сейчас. И когда мне говорят, что вот видите, ваш же отец погиб там, а вот сейчас мы, что мы? А сейчас мы нападаем. Мы агрессоры. Это ужасно. Это трагедия. Я не могу жить с этим. Я имею огромное количество друзей на Украине. В Киеве живет заслуженная артистка Украины, артистка театра Валерия Чайковская. Мы с ней провели юность в Бердянске, она из Бердянска. Я с ней общаюсь письмами, и она мне рассказывает, что она играет спектакль, в это время воздушная тревога, спектакль прекращается, все идут в подземелье, в убежище, отмена, все поднимаются назад, и спектакль продолжается. Представляете, какая это жизнь? Это же ужас какой-то. Я не могу понять, как люди, которые оправдывают войну, говорят, а вот они хотели, а вот они... Как они не понимают, что каждый день гибнут молодые, здоровые люди с обеих сторон. Это то, что могло бы создать будущее и России, и Украины. Ужасно. А я вот подумала о том, что, по сути дела, Шопен, которого вы так любите, он ведь тоже эмигрант, и он тоже бежал от российской власти. Да, у него был русский паспорт, и царь Николай I не разрешил ему вернуться. Он не бежал. Он уехал на гастроли, а восстание разразилось после. Он был уже в Штутгарте, по-моему. Писал жуткие письма родителям. Потом поехал дальше в Париж, а потом он не смог вернуться. Ему не разрешили вернуться. Он был вынужденный эмигрант. Те 4 урока, что вам давал Шостакович. 3. Хорошо, 3. Чему он вас научил? Что он вам говорил? Понимаете, уже одно то, что он сидел рядом, на меня производило такое впечатление, что я был опешивший. Он хвалил, он был чрезвычайно добрый человек. Он только хвалил, но, естественно, он делал какие-то указания, очень минимальные. Вот вы представляете, вот этот великий композитор, который занят
проблемами, я не знаю, симфонизма, того, 5-10, пишет концерт для своего сына, который кончает центральную музыкальную школу. И вдруг к нему обращаются люди, что вот есть такой молодой пианист, он едет в Прагу, он хотел бы попросить вашего разрешения исполнить концерт в Праге. Второй концерт? Второй концерт, да. Он говорит, конечно. Он тут же согласился. Но он поставил условие, что Максим будет первый. Концерт, в общем-то, не такой уж трудный. Я его очень быстро выучил. И он даже удивился, когда я ему первый раз принес, он на память мог сыграть весь концерт. А, вы уже выучили, да? Ну, естественно, он понимал, что я раньше не мог его учить. Ну, например, вторая часть, которую он написал такой немножечко в стиле Шопена. Это что значит? Ну, такая лирическая, печальная немножко. Совсем не современная музыка. Но вот вы ее слушаете, и как будто слушаете вот осеннюю песню Чайковскую. И Аборин, мой учитель, говорил мне, что не надо слишком чувствительно это играть. Что Шостаковичу это не понравится. Шостакович любит, так сказать, достаточно строгое прочтение. И я начал играть достаточно строго. И вдруг Дмитрий Дмитриевич сказал, ну что вы, ну здесь же можно больше чувства. Вот тут. И я стал играть с чувством, но все-таки немножечко аккуратненько, потому что там очень опасно впасть в лживую сентиментальность. Так что вот мне казалось, что у меня эта вторая часть удачно получилась. Вы сейчас думали о том, в каком состоянии был Шостакович в тот момент, когда вы с ним знакомились? Ведь это человек, возлюбленная которого пострадала от репрессий. Это человек, которого то запрещали, то разрешали, который постоянно находился под гнетом советской власти. И, оставаясь в России, он все равно писал музыку. Но вы уехали. Ну, понимаете, во-первых, я не Шостакович. Это нужно прежде всего подчеркнуть. Шостакович был абсолютный гений. Абсолютный гений. И с положительными, и с негативными сторонами. Он был очень нервный, очень такой суетящийся. Ну, как он сказал в одном фильме, когда его спросили, как вы пишете музыку, он вдруг начал волноваться, начал говорить, что он очень плохо пишет музыку, что он очень быстро пишет, очень много ошибок. И причем это все так быстро заплетаясь. А потом вдруг остановился и сказал, но я много думаю спокойно. И он действительно много думал. Но я должен сказать, что вот некоторые люди противодействовали советской власти и пострадали. Шостакович боялся. И когда случился первый удар с этой знаменитой статьей «Сумбур вместо музыки» на оперу Катерины Измайловой, как мне говорили люди, близкие вот к тем кругам, что Сталин пришел слушать Катерину Измайлову, Большой театр, а там в 4 акте есть сцена в полицейском участке, где они поют, что и во времена ООНа были фараоны, имея в виду полицию. И Сталин почему-то решил, что это намек на него. Вот. И поэтому сумбура никакого не было, а был, так сказать, результат политический. Вот. И бедный Шостакович, конечно, закрыл свою 4-ю симфонию в стол. И мы ее услышали только спустя 20 лет с Кондрашиным Кириллом Петровичем. А потом вдруг... Какое впечатление это произвело на вас? И гигантское. Вообще все симфонии Шостаковича, даже те, которые он писал ради, так сказать, может быть, зарабатывания денег или что-то в этом духе, все равно они все гениальны. И он, конечно, всю жизнь страдал. Он уже был всемирно известным композитором, 1952 год. И он выступал на всех этих советах мира, в защите мира и так далее. Как симптоматично, что тогда мы все защищали мир, а сейчас мы проповедуем войну. Какой ужас, какая деградация истории. И когда он защищал, он вступил в партию. И когда его кто-то спросил из друзей, зачем вам это нужно, он взял этого человека за руку, повел в ванную комнату, запер дверь, пустил в воду и сказал, я их смертельно боюсь. Он, конечно, боялся. Вот. Другая женщина, Мария Вениаминовна Юдина, великая пианистка, носила с собой котомку с всякими вещами, на всякий случай, если ее сегодня арестуют.
Вот так жили люди. Эти люди не могли уехать, по-вашему? Я думаю, что Шостакович мог бы сбежать, но у него была семья тоже, понимаете, это все очень трудно. Он, так сказать, нес свой крест. И он выражал это в музыке. Вся музыка Шостаковича – это история XX века. Это потрясающее свидетельство страданий народа, борьбы духа, борьбы за истину. И в конечном итоге проигрыши. Я не думаю, что он считал себя проигравшим. Нет. Он был связан с музыкой. Конечно, очень трагическая фигура. Я считаю себя счастливым человеком, что я даже могу называть себя его учеником. Максим играл 10 мая, я играл 24 мая в Праге. И Дмитрий Дмитриевич полетел в Прагу, несмотря на то, что он боялся летать самолетом. И он, естественно, полетел послушать этот концерт. И я помню даже, так сказать, журнал Music and Musician английский вот, опубликовал 2 фотографии. Мою фотографию и Шостаковичев. Это про мою было сказано «молодой в летах», а про его было сказано «молодой в творчестве» или что-то в этом духе. Мы тут же записали этот концерт на грампластинку, супрафон чешская. Вот. И я считаю, что это один из хайлайтс в моей жизни. Потому что, конечно, знакомство с Дмитрием Дмитриевичем, мы с ним там провели даже много времени. Мы даже смотрели фильмы Чаплина, которые были запрещены в Советском Союзе. Мы смотрели «Диктатора». Как он реагировал? Очень живо. Да, и мы слушали оперу Стравинского «Похождение Повесы», которая, так сказать, я даже не знал о ее существовании. А Стравинский в тот момент еще запрещен в России? Конечно, это был 1957 год. Стравинский приехал в 1962 году. Говорят, что, выйдя из самолета, он вынул фляжечку и глотнул. На что ему Хренников сказал: «Игорь Федорович, коньяк ведь сначала расширяет сосуды, а потом сужает». На что Стравинский сказал: «А я не даю им сужаться». А вы были на том его концерте? Я был молодой мальчик, 20 лет с лишним. Что мы могли сказать? Мы и музыку-то не знали. Вообще, я же ведь очень много связан с великими композиторами тесно. Например, с Александром Николаевичем Скрябиным. Бюст которого вы открывали в консерватории? Нет, бюст которого я подарил консерватории. Это, между прочим, очень существенный, так сказать, момент. Потому что у нас бюст Рахманинова стоит, когда вы поднимаетесь по лестнице. Бюст Чайковского стоит при входе в Московскую консерваторию. Памятник Чайковского стоит во дворе. Чайковский, Рахманинов. Совершенно естественно возникает фамилия Скрябин, потому что Скрябин кончил Московскую консерваторию с золотой медалью и преподавал даже в консерватории. Рахманинов в консерватории не преподавал. И, конечно, то, что имя Скрябина в консерватории было как-то так непонятно где, только на золотой доске среди оканчивших, меня это очень всегда волновало. Я считал, что почему так было? А потому что никто не задумался. А вы знаете, что бюста Мусоргского вообще нету нигде в Москве? Памятника Мусоргскому, великому русскому композитору. Римский-Корсаков в Петербурге. Ну, это вообще ужас. Ну, просто потому что всегда искусство у нас было на границе с тем, что не нужно. Это совершенно неожиданно пришло мне в голову. Собственно, это пришло мне в голову, когда мне было уже больше 80 лет. Меня познакомили с молодым мальчиком, скульптором, который кончал Суриковский институт как скульптор, Федор Матирный. Да. И я его сказал: вы могли бы сделать хороший бюст Скрябина? Он говорит: конечно, вы мне только дайте фотографии и так далее. И я пришел к ректору и предложил, вот дали несколько образцов. Он говорит: конечно, мы с удовольствием, так сказать, примем это. Ну, как дар. И вот этот дар сделал я. Там в задней части, сзади, никто не читает, написано «Дар профессора Воскресенского». Вы же бывали на концертах Юдиной? Да, конечно. Что это были за концерты? Гениальные концерты. Да? Гениальные. Это было действо.
Она вот в этой выходила рясе, да? Да, она была полная женщина в тяжелой рясе, такой типа рясы, конечно. А вы знаете, что она была еврейка, но принимала не только католичество, не то православие, и всегда ходила с крестом. Она была как будто как монахиня в миру, получается. Но что-то в этом духе. Во всяком случае, она себя позиционировала так. И вот, ну то, что она гениально играла, вот. А в чем гениальность? В воздействии искусства на слушателя. Воздействие неограничено. Это гипноз. Вот всем нравится. Вот это делают только великие люди. Вы знаете, вот она играла очень своеобразно. И сейчас вот если постараться скопировать ее выступление, все профессора были в ужасе. Почему? Ну, потому что она играла не так, как написано. Вот, знаменитая си-бемоль-мажорная соната Шуберта, которую Рихтер играл первую часть 20 с лишним минут в очень медленном темпе. По-моему, скучно. Признано великим исполнением, так что я не имею права это говорить. Я очень уважаю Святослава Теофиловича, но иногда бывает скучно. Мне рассказывали, что какое-то было исполнение, после исполнения был какой-то раут, и Рихтер спросил Зака, Якова раньше Зака, профессора консерватории, ученика Ньюгауза, его впечатление. Зак сказал, это замечательно, это гениально. Ну вот не кажется ли вам, Святослав Теофилович, что это немножко слишком медленно? Рихтер очень, так сказать, расстроился, ушел, его не было 20 минут. Потом он пришел и сказал, я понял, надо еще медленнее. Так вот, Рихтер действительно играет и это божественно звучит. Но когда это вторая страница, когда это третья страница, вы начинаете уставать. Юдина действительно начинала эту сонату, может быть, даже и медленнее. Но потом, когда идут 16-е в левой руке, она постепенно это начинала ускорять, незаметно для слушателя. И входит уже дышащая музыка с ветерком, с воздухом. Тарирам, тарирам. Уже вторая тема идет совсем по-другому. И это замечательное впечатление производит, гениальное исполнение. А бывали моменты, когда она и ошибалась. Я был на одном концерте, она играла 32-ю сонату Бетховена. Это одна из самых великих сонат. Начинается таким трагическим порывом, потом идет аллегро. И вдруг она запуталась в тексте. Ну, с каждым бывает. Мы все люди. Бросила играть. В зале мертвая тишина. Обернулась и сказала, извините, забыла. И ушла. Через 1 минуту вышла, поставила ноты и, не переворачивая страниц, гениально сыграла эту сонату. Ну вот такое бывает с великими людьми. Я был на этом концерте. Обалдеть. Да. А другой концерт Галя Писаренко, певица, и Юдина. Вместе играют концерт какой-то. И Юдина обратилась к публике. Это 66-й год. Я должна сказать, что сегодня в лучший мир ушла Анна Андреевна Ахматова. Поэтому мы сейчас исполним цикл романсов на слова Ахматовой и Прокофьевой. И они замечательно пели и играли в память Анны Андреевны. Вот. Но советская власть, она же могла ее запретить, она могла ей не давать ни выступать, ни записываться. В 1963 году Хрущев ополчился на искусство художников
и все выкинули, все их эти картины. Это было такое постановление даже, по-моему, правительства, и выступил Ильичев. Когда он обзываться стал? Да, нехорошим стал. Вот. Юдина гастролировала в Хабаровске. Так. И играла, между прочим, по-моему, там вариации Волконского. Андрей Волконский тоже был такой наш не очень признаваемый, так сказать, композитор. Вот. И перед концертом она сказала: вы знаете, я хотела выступить с речью о той музыке, которую я буду играть, и об искусстве и музыке. Но так как вчера товарищ Ильичев сказал совершенно противоположное, то я выступать не буду. Благодарные хабаровчане сразу же написали донос. Ну, я не хочу осуждать хабаровчан, потому что они вот недавно за своего губернатора боролись очень хорошо. И сейчас совсем другое поколение. Так почему они ее не трогали? Я думаю, к ней относились приблизительно так же, как к Новодворской. А, да? Ну, это то сравнение, которое мне только сейчас пришло в голову. Вот, потому что, ну, какая-то сумасшедшая баба. А вы не думали, как многие ваши коллеги и одногодки думают в России, что ну уж как случилось, ничего не буду менять, останусь в России, буду против войны, но буду жить замкнутой жизнью, не буду высказывать. Но, к сожалению, большинство людей так вынуждено делать, потому что у них нет возможностей. Ведь мы же тоже уезжали, ведь вы понимаете, что мне никто не обещал работу постоянную, мне никто не обещал, даже приглашение в Аспенский фестиваль давала мне только $2000, которые в Америке быстро уходят. Вот эта квартирка небольшая стоит $2200 в месяц. А в Москве у вас стоит огромная квартира? У меня в Москве осталось все. У меня осталась хорошая машина BMW, у меня осталась дача, очень, которую я люблю. У меня осталась хорошая квартира, 2 рояля, даже 3 рояля. Один стоит у моей внучки. Вот. Но я понимаю, что большинство людей вынуждено так делать, как вы сказали. То есть стараться, сомкнув зубы, работать, приносить пользу, но не участвовать в этом кошмаре. Кто-либо из ваших учеников или из ваших членов семьи ощутил последствия вашего отъезда? Я думаю, что все ученики очень разочарованы. Вас? Не во мне, а в том, что я уехал. Они не стали говорить, что я там плохой человек. Вот. Они жалеют, что я уехал, потому что они перестают получать ту информацию, которую я им давал. С некоторыми я поддерживаю связи, иногда даже им даю советы какие-то, они мне присылают свои записи. Некоторые перешли в другие классы. Ну, слава богу, но я продолжаю с ними переписываться и спрашивать, как он там поживает и так далее. Но это для меня действительно немножко больной вопрос. Мне жалко, что я их вроде как бросил. Но я просто не мог иначе. Особенно, когда мои даже близкие мне ученики оказалось совершенно по-другому мыслят, по-другому думают. И мое желание их разубедить ни к чему не привело. Я вообще понял, что, так сказать, вопрос обсуждения разных позиций, он бесполезен. Потому что это человек, который вот так вот думает, он не поворачивается сюда, ни сюда. Я вообще не могу понять, как можно приветствовать, я не знаю, разрушение Киева, Харькова, Днепропетровска. Просто разрушение. Зачем? Для того, чтобы доказать, что мы сильны. Это же даже не военная акция. Это акция варварская. Как могут люди, которые это знают? Если они не знают, я могу их простить. Потому что наша пропаганда очень высокого класса. Наша пропагандистская машина очень талантливо сделана. Она внушает людям какие-то небылицы. И все люди верят.
Это, конечно, моя печаль. И даже меня многие обвиняли, что вот я бросил своих учеников. Но у меня была безвыходная ситуация. С некоторыми из них я продолжаю заниматься онлайн, но они числятся, естественно, в другом классе. Вот сначала многие остались моими ассистентами. У меня 2 ассистента. Моя внучка Анастасия Александровна, очень хороший педагог. И Юра Фаворин абсолютно гениальный человек. Он немножко мне напоминает Шостаковича. Он какой-то весь закрытый, не открытый, весь в себе. Но он абсолютно гениальный. Он может сыграть все, что угодно. Я помню, он на 2-м или на 3-м курсе играл сонату Булеза, французского модерного композитора. Это чудовищное сочинение. Обычно все играют по нотам. Зачем учить на память? Вот, а он играл на память. Я думаю, помню, тогда профессор Насеткин покойный сказал, это невероятно, что он играет на память. Ну, это не так важно. На память можно выучить. Но важно то, что он это все осознает, понимает и очень интересно трактует. Это очень интересная интерпретация. Вот, и в то же время он замечательно играет, например, сонату Клементи. Клементи композитор, ну, в общем-то, хороший композитор, но я его считаю все-таки не на уровне Моцарта или... Простой композитор Клементи. Ну, хороший композитор. Да, хороший, кстати, помогавший очень сильно Бетховену. Клементи был старше Моцарта на 6 лет. И застал, так сказать, Бетховена. Он жил в Лондоне и был довольно богатый человек. И вот он помогал Бетховену издавать сочинения. А с Клементи очень интересная история была с Моцартом. Клементи приехал в Вену. Моцарт уже был в Вене в это время. И они тоже устроили конкурс. Я не знаю уже, кто это предложил. Ну, естественно, победил Моцарт. Вот. Но я не знаю, наши слушатели понимают в музыкальных терминах. Но, например, вот аллегро – это быстро, престо – это очень быстро, а простиссимо – это невероятно быстро. И вот Моцарт пишет своему папе: Клементи шарлатан. Он пишет престиссимо, а играет аллегро. Для Моцарта было очень важно. Если уж престиссимо, так играем очень-очень быстро. А там было, наверное, сложно, он играл медленно. Фаворин как играет? Фаворин играет совершенно замечательно. Я считаю, что это одна из надежд России на сцене, когда, так сказать, уйдет эта мода играть как можно быстрее, как можно громче. Ведь раньше, когда русские музыканты приезжали вот в моей молодости за границу, всегда говорили, русская школа – это пение рояля, и мы брали первые премии. А сейчас Russian style – это значит, когда очень быстро и очень громко, но, правда, чисто. Вот, и это, так сказать, иногда приветствуется. Я всегда был против этого. А может ли состояться сейчас пианист, не выезжая за пределы России? Я не знаю. Состояться каждый человек может, потому что состояться – это зависит от вас лично. Состоялись вы или не состоялись. Состояться может, но вот может ли он сделать карьеру? И сейчас это очень трудно. А идти на соглашательство с преступной властью, я считаю, что это преступление. Это морально люди не имеют права делать. Вот я лично был, например, против, внутри себя, против организации конкурса Чайковского сейчас. Нынешнего, да? Во-первых, потому что в эпоху войны это очень трудно с моральной точки зрения. Из Запада ведь никто не приехал. Пригласили подозрительных очень людей. А жюри было вообще не очень профессиональное. Это между нами говорят, потому что я там всех их знаю. Но Сережа Давыдченко, который получил первую премию, но он же выдающийся пианист. Ну как? Нет, Катя, это две разных совершенно линии. Одно дело, когда есть талантливые дети и талантливые музыканты, слава богу, что они имели возможность сыграть и выступили.
Получается, что его первая премия как будто скомпрометирована обстоятельствами этого конкурса? Возможно. Возможно, если бы конкурс был нормально организован, то есть в нормальной стране, демократической, могли приехать кто угодно, я не очень уверен, получил ли бы в таком случае Сергей Кавыченко свою премию. Вот. И он способный мальчик, я желаю ему только успеха. Он, кстати говоря, ученик моего ученика, Сергея Ивановича Осипенко, очень известный сейчас педагог Ростовской консерватории, учился у Льва Николаевича Аборина, а я в то время был ассистентом Аборина. И я с ним занимался. А когда Аборин умер, он даже в аспирантуре у меня некоторое время занимался. Мы с ним в очень хороших отношениях были, потому что сейчас просто давно уже не связывались. Он хороший педагог. И он подготовил хорошего молодого человека. Там не только этот Давыдченко, там было много очень хороших. Там был Папаян, мальчик он учится в Ленинграде. Он тоже мне очень понравился. Вообще наши исполнители, наша школа, несмотря на все удары со всех сторон, продолжает быть очень, так сказать, действенной и очень, так сказать, результативной. У нас очень много хороших пианистов. К сожалению, в нашей стране их некуда девать, потому что работы нигде нет. Концертная жизнь – это в основном только Денис Мацуев, остальные не играют, или всячие играют, но только чуть-чуть. Вот, так что в этой стране сейчас пробиться с карьерой очень трудно. Кого вы сейчас сами слушаете? Я слушаю всех хороших, в основном старых, которые умерли. Это кто? Горовец? Не только. На концерте которого вы тоже были? Был, на том самом? На том самом концерте, на котором присутствовали 2 дочери Скрябина, из которых одна, Елена Александровна, год рождения 1900, в 1987 году, ей было 87 лет. Она была ближайшим другом моей семьи. Я, когда поступил в консерваторию, я подружился с Роксаной Сафроницкой, с дочкой Елены Александровны и Сафроницкого. Вот. А она была математик, она училась в Московском университете. И вот я был приглашен в этот дом. И я познакомился с Еленой Александровной. Это изумительная женщина, которая, конечно, в течение всей своей жизни, хотя она жила в России, не признавала большевистский режим. Я не знаю, как это было, но она, например, любила... Знаете, были раньше такой сахар-рафинат, который был в больших белых коробках. И коробки эти очень плохо открывать, потому что они были склеены, нужно было ножом подрезать. И она говорила: вот проклятые большевики, даже коробки сделать не умеют. У вас дома зеркало Скрябина висит? Да. Я помню, я был председателем научного студенческого общества, и я хотел воспользоваться дружбой с такой персоной и пригласить ее рассказать нам о Скрябине. И я, по-моему, даже уже сделал какой-то анонс, а потом пришел к Елене Александровне, она на меня посмотрела и сказала: Мишенька, ведь он же ушел из семьи, когда мне было 2 года. Что я могу сказать? Очень смешно. Встреча не состоялась. Но она, ведь, понимаете, дело в том, что она училась у Игумнова, у моего музыкального дедушки, у учителя Аборина тоже. И она была прекрасной пианисткой в молодости. Она была женой и другом Сафроницкого, этого великого пианиста. Вы спросили, кого я слушаю. Вот Сафроницкого я часто слушаю. Вот я сейчас хочу повторить сказки старой бабушки Прокофьева. Гениально играет Владимир Владимирович Сафроницкий. И моя жена была у него в больнице за 15 минут до его смерти. Он умирал. И вот она мне рассказывала, какие у него были светлые глаза, и как он, так сказать, тихо уходил. Замечательный человек был. Елена Александровна осталась одна вдвоем с своей сестрой Марией Александровной. Они жили вдвоем, недалеко от консерватории. И вот мы очень часто к ним заходили. И однажды Елена Александровна мне сказала: Мишенька, вот это зеркало моей бабушки.
матери Скрябина Александра Николаевича, которая очень рано умерла, ведь Скрябин воспитывался тетей, а мать умерла чуть ли не через месяц после его рождения. И вот возьмите его себе, пускай оно у вас будет. И я, так сказать, очень счастлив, что у меня в квартире есть вот такая реликвия, музейная реликвия, конечно, и великолепного качества. Это большое зеркало вот, до полу. Ну как есть? Нету? Есть. Это моя квартира. Вы знаете, Катя, я все-таки оптимист. Этот ужас должен кончиться. Должен кончиться. И я не знаю, почему умные люди не вопят о том, что это нужно кончать. Но это нужно кончать. Нельзя убивать людей ни с того ни с сего. Кто это может закончить? Я смотрел ваше интервью с Чулпан Хаматовой. Она сказала один человек. Это неправда. Этот человек не сможет закончить войну. Он совершенно в другом смысле. Вот эту войну должен закончить прогрессивный Запад, который должен, да, надавить. Надавить до самых невозможных, непредполагаемых результатов, чтобы это все прекратилось. Но это будет стоить еще многих десятков тысяч человеческих жизней. Вы знаете, я думаю, что Россия сейчас не способна сопротивляться военным путем всему Западу. Мы не договорили про тех музыкантов, про тех пианистов, которых вы слушаете. Мы хорошо ушли от вопроса. А я не считаю просто, что люди, не имеющие образования соответствующего, могут обсуждать действия армии. Нет вопросов по этому поводу. Да. Кого я слушаю? Я слушаю Гиллиса. Я очень люблю Эмиля Григорьевича. Я считаю его великим пианистом. Я был с ним довольно тесно знаком. По его приглашению я был членом жюри, будучи еще очень молодым человеком. В 1969 году в Эстонии, в Таллине был всесоюзный конкурс пианистов. Гиллис был председателем. И отбирали тогда будущих претендентов на конкурс Чайковского 70-го года. И мы с Гиллисом довольно тесно общались. Мы даже ехали вместе в поезде туда. И он, естественно, ехал мягким вагоном, а мы с Левой Власенко ехали купированным вагоном. И Гиллис пригласил нас к себе в купе. Достал коньячок. Мы с ним распили по рюмочке. И была очень добродушная беседа. И потом на конкурсе я восхищался. Огромное жюри. Всякие разные влияния. Кто-то кого-то тянет, кто-то кого-то нет. И вот как мудро Гиллис старался узнать мнение. Он не давил, но он старался узнать мнение, чтобы знать, как себя вести. И результат был такой, как он хотел. Он был очень мудрый член жюри. Ну вот, конкурс с Гришей Соколовым доказывает это. И тогда мы все были возмущены. Молодой 16-летний мальчишка, играющий концерт Сен-Санса, какая глубина? Никакой глубины. Вот, и вдруг первая премия. А вот он разглядел в нем большого музыканта. А проблема была в том, что ему 16, или в том, что он из Ленинграда? Нет, не то, что он из Ленинграда. Проблема была в том, что все остальные конкуренты, претенденты на первую премию плохо играли. Вот в чем была... А почему тогда скандал? Публика хотела дать американцу Мише Дихтеру. Поэтому скандал. А почему публика хотела дать Мише Дихтеру, Потому если что играл Миша лучше Дихтер играл Соколов? хорошо. А Соколов играл лучше? Нет. Соколов играл тоже хорошо. Для публики это не так важно, кто играет чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже. Это важно для членов жюри. А публика восторгалась Мишей Дихтером, который действительно очень хорошо играл. Я до сих пор помню его «Петрушку» и «Взлятель», мажорную сонату Шуберта. Я был на всех этих прослушиваниях. Так сказать, о Соколове никто не думал даже. Потому что там были претенденты Коля Петров, кто там еще был, Ереська был, ну, он малоинтересный музыкант. И был маленький, молодой, который, ну, вот и приехал из Ленинграда. Я не думаю, что это вопрос Ленинграда. Это вопрос того, что надо было давать первую премию Русского.
И Гиллису, после того, как он дал на первом конкурсе Вену Клайберну индивидуально, на втором конкурсе Джону Огдену, а третий конкурс опять американец. Гиллис понимал, он был член партии и, так сказать, очень хорошо понимал, так сказать, идеологию Советского Союза. Наше искусство должно быть выше всех. И они искали, я думаю, что русские члены этого жюри искали, кому дать премию. Вот этот не годится, этот не играет, все. И другого Гриша. Он выходит блестяще, играет концерт Сен-Санс. Огромный успех, но никто не думает, что у него первая премия. Большой зал консерватории, полный партер. Ждал до 3 часов ночи результатов этого конкурса. Это было тогда, когда еще публика, так сказать, стояла за своих кандидатов и так далее. И когда Гиллис объявил первую премию Григорий Куцуков, вы не представляете, что началось свист, крики, позор. Тогда первая премия Мише Диктору. Ну, Миша Диктор не состоялся. В общем, нет, он концертирует. Вот сейчас он в Аспене играл со своей женой дуэты. Ну, это не та фигура, которая вот там Микеланджело, нет? И, вот. А Гриш Соколов состоялся. Вы знаете, что я извинился перед ним? Да, я знаю. Я узнал, что он не любит играть в Москве, потому что после того оскорбления, которое он получил тогда, действительно, я бы на его месте делал бы точно так же. Он отказался в свое время быть членом жюри конкурса Чайковского, сказав, Господи, из Библии. Не судите, не судимы. Не судите, не будете судимы, да. А я должен был признать, я честно сказал это в телевидении, что я был среди тех, кто был против того, чтобы он получил первую премию. Мне тоже нравился Миша Диктор, который допустил действительно небольшую ошибку в концерте Чайковского, что, так сказать, его уже окончательно погубило. Я признал это и посчитал своим долгом извиниться перед ним. Принял он ваши извинения? А я не знаю, я с ним не знаком. А его вы слушаете? Конечно, конечно. Он мудрый музыкант, он говорит с нами. Потому что большинство современных музыкантов играют быстрые ноты громко или тихо. Они не говорят с нами, они думают, что говорят. На самом деле они пустышки. А вот когда человек высказывается какое-то, у него идет линия его исполнения, можно назвать это линией мелодии, или, может быть, драматургия, неважно, которая держит вас в напряжении в течение всего исполнения. И если вы это чувствуете, вы начинаете сопереживать. Может быть, совсем по-другому, не так, как сопереживает эту музыку исполнитель, а у вас появляются новые образы, у вас появляются какие-то новые ассоциации. Вы в это время, так сказать, скорбите по каким-то своим трагедиям, и эта музыка вас вдруг дает такую пищу благодати. Это очень важная вещь искусства. Это не так все просто. Когда вы играете, вы считаете самым важным сыграть то, что хотел сказать композитор, или это становится вашим личным высказыванием? Во-первых, нужно играть то, что хотел сказать композитор. Вот. Но вопрос в другом. Как понять, что он хотел сказать? Ведь дело в том, что мы, исполнители, мы вторые композиторы. Потому что мы видим только черные точки, называемыми нотами. И там некоторые указания – аффетуоза с аффектом, да? Вот. Это дает нам повод, что это можно сыграть, да, аффетуоза. Вот. Но дальше вы пытаетесь раскрыть то, что вы предполагаете, хотел сказать композитор. Естественно, это должно быть пройдено через ваше сознание, через ваш интеллект, через ваши ощущения музыкантские, через ваш талант, что тоже очень важно. Вот, и тогда получается интерпретация, ваша интерпретация. Но я против того, чтобы делать что-то, что не написано композитором.
Ну, когда вот, Юдина например, ускоряется, она это делает от себя? она это делает от себя. Но Юдина гениальна, и Глен Гульд был гениальный. Если Глена Гульда сейчас вот некоторые вещи, когда вдруг он начинает играть нон-легато, все. Ага. Ну, потому что тогда был клавесин пык-пык-пык, это, естественно, нон-легато. Но это совершенно не значит, что Бах мог предполагать такое. У Баха любые сочинения можно играть на любом инструменте. Он был потрясающий скрипач, он был потрясающий вокальный композитор, 220 кантат надо написать, это же надо уметь. Вот. И вокальная музыка для меня в Бахе должна быть переведена в фортепианную музыку. Все говорят, ну как же, ну это же, тогда же не было таких роялей. Действительно, тогда не было таких роялей, поэтому мы играем совершенно на другом инструменте. Но соблюдать правила нужно. Например, тут написано форте, а вы играете пиано. Почему? Если это ваше глубокое убеждение, это можно себе позволить. Я не против иногда. Но я все-таки за то, чтобы постараться понять, почему написано форте композитор. Понимаете? У Бетховена очень часто бывает такой прием, когда он делает крещендо, усиление звука, напряжение звука, и потом вдруг раз – сразу пиано. То есть он что-то хочет получить и не получает этого. А потом где-то аналогичное место, где он делает крещендо, и дальше форте. То есть он получает то, что хотел. Вот это иногда ученики это не замечают. И начинают играть крещендо, ну и она заканчивается каким-то там не то меццо-форте, не то непонятно что. И не тот эффект. А вот когда сделать так, как написано, потрясающее впечатление. Вы устанавливали в консерватории бюст Аборину, вашему преподавателю. Да. Как вы думаете, появится ли когда-нибудь ваш бюст в консерватории московской? Думаю, что нет. Почему? Это были мэтры. Вот поколение, которое преподавало в Московской консерватории, которое было старше меня лет на 30, вот это были великие мэтры. Это были великие люди. К сожалению, Рихтер не преподавал, а Гилиц преподавал. Нойгаус Станислав Генрихович, сын Генриха Густавовича, замечательный музыкант, очень рано ушедший. Яков Израильевич Зак, Яков Владимирович Флиер. Я уже не говорю о моем профессоре, которого я очень люблю. Это была совершенно другая культура. Это была культура людей, которые... Например, я прихожу домой к Аборину, у которого был уже инсульт, и он не очень хорошо управлял рукой, поэтому вынужден был бросить играть на рояле. Он мне говорит, представляешь, вчера слушал Бориса Годунова по телевизору с партитурой в руках. Вы представляете, партитура оперы. Это вот такой том, наверное. Там так много фальши они делают, просто возмутительно. Вот. Профессор по фортепиано держит в руках партитуру. Перед телевизором. Да, и смотрит. Вот это была культура, понимаете? Или он, например, мне говорил, вот ты знаешь, когда Гизекинг приезжал в Москву в 30 каком-то году, он этот пассаж играл вот таким образом. А когда приезжал Артур Рубинштейн, он вообще был сумасшедший, он играл жутко быстро, а сейчас он играет гениально. Он мне говорит. И действительно, выросший и постаревший Артур Рубинштейн играл бесподобно. Это были люди очень высокой культуры. И вот я, например, даже хочу вспомнить Владимира Александровича Натансона. Владимир Александрович Натансон, совершенно неизвестный профессор Московской консерватории, например, садился и играл на рояле увертюру «Псковитянки» Римского-Корсакова на память. Я так не могу. Я знаю эту музыку, но сыграть ее, это надо учить, это надо посмотреть. И взять «Псковитянки» – это не то, что вот сыграть что-то из Евгения Онегина, которые могут многие, но это малоизвестная музыка. И вот эта культура была совершенно другая. Вы счастливый человек? Да. У меня любимая жена и очаровательный сын. Во сколько лет вы женились? Во второй раз? Я женился, когда, 83. Это просто невероятно.
Это как будто... Ну, это скорее, так сказать, алавердык моей жене, которая согласилась, так сказать, заинтересовал ее этот молодой человек. Ну, у вас общая же музыка, я так понимаю. Да, не только музыка, у нас очень общие взгляды на жизнь и на существование. А в чем секрет? Не знаю, я совершенно не устал. Особенно играть на рояле. Вы как внук священника верите в Бога? Я верю в Бога. Я не могу сказать, что я церковный человек. Я в церковь не хожу. И особенно русская православная церковь сейчас меня вызывает очень много вопросов. Вот. Но я верю в Бога. Безусловно. Я вам скажу, что вот создать то, что Бог создал на земле, невозможно при помощи естественной истории, естественного отбора Дарвина. Это разнообразие не нужно тогда было бы. Почему Бог войну не остановит? Где Он? Где Он? Везде. Внутри нас. Нас, которые убивают друг друга? А почему Он разрешил войну? Я не знаю. Искупление вины, возможно. За 1937 год тоже надо отвечать. Я не думаю, что Бог в каждом разном случае старается сделать только хорошо людям. Это люди сами делают себе плохо. Поэтому дана человеку возможность принимать решения. И он принимает ужасные решения. А некоторые люди, которые облечены властью, принимают просто трагические решения, которые сейчас поменяли вообще всю жизнь планеты. И могут привести, в случае поражения Украины, могут привести в общем, к гибели цивилизации. Я очень этого боюсь. Вы можете вспомнить Бердянск своего детства? Вот Конечно. Какой это был город? Конечно. Это замечательный город. Дело в том, что мой дедушка, священник, спас тот дом, в котором я родился. Потому что у немцев была тактика выжженной земли, когда они уходили. Это делалось очень просто. Ехала машина с бензиновой канистрой, входили в дом, обливали бензином, бросали спичку, уходили в следующий дом. И так весь город. Вот это было что-то страшное. Вы не представляете, я до сих пор помню запах этой гари, которая шла в нос. Дышать нечем было. Стоял фог какой-то. И после этого вы хотите, чтобы я поддерживал специальную военную операцию? А мирный Бердянск – это курорт с Азовским морем, особенно хороший для маленьких детей, потому что там песчаные пляжи, там мелкое море, и можно спокойно утонуть тоже можно, там есть глубина 11 метров, но не больше. И с замечательным климатом летом. Осенью и зимой не очень приятно, потому что Азовское море даже замерзает иногда, но не чуть-чуть. С ярким солнцем, с большим количеством солнечных дней. С замечательными лечебницами, потому что там поблизости, в окрестностях грязевые лиманы. И там очень хорошо лечат ревматизмы и всякие такие штуки. Вот. Я кончил музыкальную школу в городе Бердянске. И каждый раз, когда я учился в Москве, я туда приезжал, давал концерты и вообще очень дружил со всеми руководителями, приятелями и так далее. И, конечно, мне очень жаль, что сейчас это один из центральных городов, так и говорят, Бердянское направление, Мелитопольское направление, и что неизвестно, что будет там. Слава Богу, хоть там еще никак не бомбят. А, конечно, уничтожение городов Украины мне представляется просто варварством. Мы переходим в какие-то доисторические времена, даже не средневековье. Бердянск – замечательный город. Я с удовольствием куда-нибудь приеду и привезу туда своего маленького сына.
Что самое главное в жизни оказалось для вас? Любовь, дружба и, конечно, моя профессия. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Это очень трудно. Я должен сказать, что тут не надо выбирать. Надо быть и милосердным, и справедливым. Свобода или стабильность? Ну, конечно, свобода. Какая стабильность? Почему свободу сравнивать со стабильностью? Что значит свобода или диктаторский режим? Что ли? Это стабильность. Правда или безопасность? Это тоже очень сложный вопрос, потому что безопасность – это очень важная вещь для вашей семьи, для вас и для ваших детей. Но выбирать не надо. Родина или истина? Тоже очень сложный вопрос. Понимаете, есть люди, которые по-разному понимают Родину. Вот. И есть люди, которые воспринимают Родину как какое-то географическое место. Я воспринимаю Родину как духовное место, где сосредоточена действительно великая культура, которую ни в коем случае нельзя называть или относить к криминальности того режима, который сейчас, так сказать, устроил такую бучу во всем мире. Я уже не говорю о буче на Украине. Вот. Эта культура, это эритаж, это наследие человечества. Не только в литературе, не только в поэзии, но в музыке, в науке, в конце концов. Это моя родина. И, конечно, я ее очень люблю. Вот. Но когда на географическом месте творятся криминальные дела, для меня истина дороже. Если представить себе возможным то, во что вы верите, то есть ваше возвращение в Россию, Да. что первым делом вы сделаете? Пойду в Московскую консерваторию. 45-й класс. 4-й этаж. Да. Это самый главный фортепианный класс. Там много хорошего было сделано в этих стенах. Но не жалеете вы, что уехали? Нет. Нет, я не жалею. Я чувствую себя свободным внутри себя. Большие у вас планы концертные? Они не могут быть большими, потому что мне 88 лет. Вот, но они достаточно обширные. А что вы хотите сыграть? Все, что угодно. Вообще не важно, что. У меня большой репертуар. Я люблю хорошую музыку. Но это не значит, что я люблю всю музыку, так сказать. Бывает не очень удачная музыка, которая мне не нравится, но я ее и не играю. Играть надо хорошую музыку. Вы знаете, вот я, например, был удивлен, когда я узнал, что, например, «Времена года» оказываются не очень популярны в Америке. То есть они Чайковского да, или Вивальди? Чайковского. Нет, не Вивальди очень популярный. Это такой шлягер. А Чайковского – это тоже шлягер, можно сказать, в России. Это замечательная музыка. Вот вы слушали сегодня осеннюю песнь. Вот. Они очень известные. Вот я хотел бы сыграть этот цикл. И вот в концерте, который у меня будет в Канзас-Сити, я буду играть русскую программу. Я буду играть в первом отделении «Времена года» Чайковского, а во втором отделении 2 пьесы из сюиты Бородина, потом «Жаворонок» Глинки Балакирева, потом сказки старой бабушки Прокофьевой и кончать 5-й сонатой Скрябина.